Всем привет! В этом видео я вас научу, как вязать пинетки. Видео будет очень подробным, чтобы даже самые начинающие вязальщицы смогли связать такие пинетки. Пинетки можно вязать как для мальчиков, так и для девочек. Все зависит от цвета пряжи. Итак, давайте поговорим о пряже, из которой можно вязать пинетки. Пряжи на пинетки уходит очень мало, поэтому всегда можно взять ту пряжу, которая у вас осталась от какого-то изделия, и из нее вязать пинетки. Также подойдет бюджетная пряжа, дешевая, которая продается в пасмах или в таких небольших моточках, как вы видите сейчас на экране. По составу пряжа также может отличаться. Если вы хотите теплые пинетки, то выбирайте пряжу с содержанием шерсти. Но если вам нужны более легкие пинетки, к примеру, на лето, то выбирайте пряжу из хлопка. Всегда можно связать в 2 нити, об этом не забывайте. Ну и, как я уже сказала, можно не покупать пряжу отдельно для пинеток, а воспользоваться той, которая у вас осталась от вязания предыдущих изделий. Я как раз так и поступила. Мы с вами вязали кардиган, и у меня осталась от него пряжа. Это Alize Lana Gold Classic. Как вы видите, в составе у нас есть шерсть и в 100 граммах 240 метров. А еще у меня осталась пряжа после вязания данного джемпера. Я взяла темно-коричневую для окантовки пинеток. Пряжа Yarn Art Jeans. Она совсем другая по составу и по толщине, намного тоньше, поэтому я буду вязать в 2 нити. Также для вязания нам пригодится вот эта таблица. Здесь видно, какой возраст малыша, какая должна быть длина стопы и сколько воздушных петель набирать. Поскольку пряжа у нас отличается на количество воздушных петель, прям строго не смотрите, они могут меняться. Если просто вам нужна длина стопы чуть побольше, то набирайте большее количество воздушных петель. Длина стопы у меня 10,5 сантиметра, это от 6 до 9 месяцев пинеточки. Если вам нужны пинетки немножко побольше, то добавляем 1 или 2 воздушные петли в изначальную цепочку из воздушных петель. Надеюсь, тут понятно. Итак, мы начинаем вязание с первой пинетки. Это будет образец для второй пинетки. Поэтому будем использовать вот такие вот маячки. Это могут быть булавки, маркировочные кольца, которые продаются в магазинах для рукоделия, или обычные цветные нитки. Не поленитесь, используйте данные маячки, они значительно упростят вязание пинеток. Но начинать вязание мы будем со стопы, с подошвы пинеток. Как ее вязать, я обязательно покажу, а сейчас хочется немножко сказать про завязки. Завязки можно связать 2 способами. Это могут быть жгуты, как у меня, поглядите, необъемные, эластичные, как их вязать я обязательно покажу. Эти жгуты удобны тем, что они имеют немного эффект резинки, поэтому хорошо фиксируют пинетки на ножке малыша. Или можно связать простые завязки, это цепочка из воздушных петель, при этом вяжем в 2 или 3 нити, чтобы удобнее было завязывать наши пинетки. Вязать пинетки я буду крючком под номером 4, и пряжа, как я уже сказала, Alize Lana Gold Classic. Вначале мы делаем первую рабочую петлю, а затем набираем цепочку из воздушных петель. Я буду делать 10 воздушных петель. Как вы уже знаете, я вяжу пинетки на ребенка от 3 до 6 месяцев. Если у вас пряжа чуть потоньше или вам нужно связать пинетки для ребенка постарше, то добавьте еще 1 или 2 воздушные петли. Итак, цепочка из 10 воздушных петель у меня готова. Отмечаем первую и последнюю петлю в цепочке маячками. Вот она, последняя петля цепочки, и вот она, первая петелька в цепочке. В этих
В петельках будем вязать по 3 столбика без накида. Итак, приступаем к вязанию первого ряда. Вначале мы делаем одну воздушную петлю подъема и в первую петельку, которую мы отметили маячком, провязываем столбик без накида. В этой петельке у нас еще будет 2 столбика без накида, но они будут в конце ряда, поэтому сейчас мы продолжаем вязание. Заводим крючок в следующие петельки и провязываем в каждую петлю по 1 столбику без накида. Так, заводим крючок в петлю и провязываем столбик без накида. Так нам нужно обвязать всю цепочку из воздушных петель. Готово. У меня осталась 1 воздушная петля, самая первая, отмеченная маячком. В ней нужно связать 3 столбика без накида. Первый столбик без накида я уже провязала. Теперь еще провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Всего у нас 3 столбика без накида. Вязание поворачивается, и мы будем обвязывать цепочку из воздушных петель с обратной стороны. Маячок будет нам сейчас мешать, поэтому вытаскиваем булавочку, а кончик нити кладем поверх ряда и сразу будем обвязывать цепочку из воздушных петель и заправлять кончик нити. Заводим крючок в следующую петельку и провязываем столбик без накида. Вяжем по 1 столбику без накида в каждую петлю. Кончик нити у нас также обвязывается в этот момент. Посмотрите. Довязываем до петельки, которая отмечена маячком. Как я уже сказала, в этой петельке нам нужно еще довязать 2 столбика без накида. Вот эта петелька. Провязываем в ней 2 столбика без накида, потому что 1 столбик мы уже связали в начале ряда. Я убираю маячок, довязываем 2 столбика без накида. Теперь находим первый столбик без накида, заводим крючок за обе стеночки и соединяем ряд. Все, первый ряд у нас готов, и вот как он выглядит. Теперь у нас 3 столбика без накида в начале ряда и в конце ряда. Берем наши маячки и отмечаем все эти 3 столбика. Вот они. 1, 2, 3. Как еще данные маячки нам помогут? В конце ряда у нас есть соединительная петелька, вот она. И часто, особенно начинающие вязальщицы, потом в нее провязывают как в основную петлю. Но мы теперь знаем петли, начало и конец ряда, и поэтому в соединительную петельку мы не будем провязывать. То же самое делаем с 3 столбиками без накида в конце ряда. Вот, все мы отметили. И теперь мы можем приступить к вязанию второго ряда. Для начала делаем 1 воздушную петельку подъема и провязываем в отмеченную петлю 2 столбика без накида.
2 столбика без накида. Теперь снимаем маячок и отмечаем. Вот у нас 2 столбика без накида. Нам нужно отметить первый из этих 2 столбиков без накида. Отметили первый столбик, а затем продолжаем вязание. Вяжем по одному столбику без накида до следующего маячка. Вот тут ничего уже рассчитывать не надо, когда у нас есть маячки. Мы просто вяжем от одного маячка до второго и точно уже нигде не запутаемся. Итак, по одному столбику без накида провязываем в каждую петлю. Вот мы дошли до следующей петельки, отмеченной маячком. В каждую такую петлю нам нужно провязать по 2 столбика без накида. Вот они, 2 столбика без накида. Достаем маячок и отмечаем первый столбик без накида из 2. Первый связанный столбик от крючка – это второй столбик. Вот у нас следующая петелька, отмеченная маячком. Также провязываем там 2 столбика без накида. Снимаем маячок от крючка. Это будет 1, 2, второй столбик. А вообще это первый столбик из 2. Находим следующую петлю, отмеченную маячком, и также там провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик из 2 мы отмечаем маячком, затем вяжем по одному столбику без накида до следующего маячка. Так, по одному столбику без накида. Заводим крючок в петлю, за обе стенки заводим крючок. Обратите на это тоже внимание, что сейчас вяжем за обе стенки. Так, и до следующего маячка. Стараюсь показывать помедленнее, но если вы все-таки не успеваете за моим вязанием, то всегда можно нажать на паузу или перемотать видео назад. Итак, мы дошли до следующего маячка. Как вы уже знаете, что там мы будем делать 2 столбика без накида. Первый столбик из 2 мы должны отметить маячком. Вот он. И совсем чуть-чуть нам осталось, чтобы довязать второй ряд. Снова провязываем 2 столбика без накида. Вот когда маячок в петельке, не всегда удобно вязать, поэтому можно его заранее вытащить. Отмечаем первую петельку из 2. Итак, теперь просто соединяем с отмеченной петелькой. Видите, нам уже не нужно думать, с какой же петелькой соединять, потому что, как я уже сказала, многие новички вяжут еще в соединительную петлю. Теперь вяжем 3-й ряд. Воздушные петли подъема. В петельку, отмеченную маячком, вяжем 2 столбика без накида. Все то же самое, как мы вязали во 2-м ряду. Также нам нужно сейчас отметить первый столбик из 2. И довязываем до следующего маячка по одному столбику без накида в каждую петлю. Чем этот ряд отличается от предыдущего? Сейчас между маячками у нас появятся петли, в которые мы будем вязать по одному столбику без накида. И если у вас не отмечены петли маячками, то сложно найти петли, в которые мы будем делать прибавление. Поэтому всегда советую петельки отмечать. Итак, мы дошли до петельки, в которой мы будем делать прибавление, а именно 2 столбика
1, 2, без накида. Достаем маячок, отмечаем первый столбик из 2, вот он. Затем следующая петелька у нас не отмечена, поэтому провязываем там всего 1 столбик без накида. А в петельку, которая отмечена желтым маячком, провязываем 2 столбика без накида. Снимаем маячок и отмечаем первый столбик из 2. Снова в следующую петельку провязываем всего 1 столбик без накида, а в петельку, отмеченную маячком, 2 столбика без накида. Достаем наш маячок и отмечаем первую петельку из 2. А теперь довязываем до следующего маячка по 1 столбику без накида в каждую петлю. Здесь прибавление мы делать уже с вами не будем. Все последующие ряды у нас будут похожи. Мы будем делать прибавление в тех петельках, которые отмечены у нас маячками, и в тех петельках, которые не отмечены маячками, провязываем по 1 столбику без накида. Вот у нас петелька, отмеченная маячком, в ней мы провязываем 2 столбика без накида. Также снимаем маячок, отмечаем первую петельку из 2. Вот она. В следующую петельку, не отмеченную, мы провязываем всего 1 столбик без накида и 2 столбика без накида провязываем в петельку, отмеченную маячком. Так, переносим маячок на первую петлю из 2. Снова в одну петлю провязываем 1 столбик без накида и сразу соединяем. Видите, в эту петлю нам не нужно ничего вязать. Мы находим первую отмеченную петлю, заводим в нее крючок и соединяем ряд. Вот такой ряд у нас получился. Нужно связать нам еще 1 ряд, воздушные петли подъема и 2 столбика без накида. Вытаскиваем маячок и переносим его в первую петлю из 2, а затем вяжем по 1 столбику без накида до следующего маячка. Как видите, все просто. Заводим крючок за обе стенки и провязываем. Если вам не хватает для ваших пинеток совсем чуть-чуть, то вы также можете провязать еще 1 ряд с прибавлениями. Тогда длина пинеток будет побольше, но и сами пинеточки получатся немного пошире. На это тоже обратите внимание. Снова там, где у нас петелька отмечена, мы провязываем 2 столбика без накида, 1, 2. Переносим наш маячок в первую из 2 петель. От крючка это, видите, 2 петелька. Теперь между маячками у нас 2 столбика без накида. В каждый из этих столбиков провязываем по 1 столбику без накида. В следующую отмеченную петельку провязываем 2 столбика без накида. Переносим наш маячок в первую петлю из 2. Снова 2 петли, видите? По 1 столбику без накида провязываем в каждую петлю. Затем у нас отмеченная петелька. Здесь мы провязываем 2 столбика
без накида 1, 2, переносим крючок в первую петельку из 2, от крючка это вторая петелька, и довязываем до следующего маячка. Сейчас, если посмотреть на наши маячки, мы видим, как они немножко сдвигаются по часовой стрелке, но на сам внешний вид нашей подошвы это никак не влияет. Итак, довязываем до следующего маячка, по одному столбику без накида провязываем в каждую петельку, заводим крючок в отмеченную петельку, провязываем там 2 столбика без накида, снимаем маячок, переносим его в первую петлю из 2, снова 2 петли у нас, мы провязываем по одному столбику без накида в каждую из этих петель, в отмеченную петельку провязываем 2 столбика без накида, переносим маячок в первую петельку из 2, снова 2 петли. Провязываем по одному столбику без накида в каждую из петель, находим отмеченную петельку и с ней соединяем. Все, ряд у нас готов. Подошва для моих пинеток готова. Если вам нужно еще один ряд сделать, то провяжите, соблюдая точно такой же принцип. Посмотрите, 10,5 сантиметров – это длина подошвы. Вот, я вам говорила, что немножко смещаются наши маячки, на это не обращайте внимания, сама подошва получается очень ровной и красивой. А продолжим вязание мы уже в следующем видео, не пропустите его. Спасибо, что вязали вместе со мной. Пока-пока!